Всем привет! Наконец-то продолжается стройка Феникса, и сегодня поставим штаги. Фока штаг и фока лось штаг уже стоят, вот так они получились, и установку я покажу на примере грота штага. Сначала сделаем агон и штаб-кноп. Расстояние до штаг-кнопа беру из чертежа и фиксирую это место пинцетом. Завязываю на месте штаг-кнопа узел, один конец нити обрезаю, а вторым формирую кноп каплевидной формы. Нить лучше распустить на каболке, тогда кноп получится ровнее. Когда кноп сформирован, фиксирую нить клеем и отрезаю. Пропитываю кноп клеем. У меня на модели такелаж немного упрощен, отсутствует клетневание из плесни, поэтому и правильно обвязывать кноп не стал. Крак лось штага сделан немного короче, чтобы узлы не лежали друг на друге. Далее отмеряем необходимую длину штага и обвязываем штаг-блок. При выборе длины штага необходимо учесть наклон мачты.
Дальше можно натянуть талреп, штаг установлен. Концы талрепа лучше не обрезать до установки всех штагов и бакштагов. Я же все концы обрезал сразу. Дальше ставится фор-стенштаг, фор-лось-стенштаг, грот-стенштаг и грот-лось-стенштаг. Их огоны уже без стопорного кнопа, и они просто обвязываются бензелем. Дальше я просто пробегусь и покажу, как обвязаны другие штаги, и расскажу последовательность их установки. Сначала я устанавливал фока-штаг, фока-лось-штаг, и за ними грота-штаг и грота-лось-штаг. Дальше я установил грота-стенштаг и грота-лось-стенштаг. Эти два штага проходят через блоки и крепятся талрепом у основания мачты. Эти два штага проходят через шкивы бушприта и крепятся талрепами к борту. Дальше я поставил грот-брамштаг. Он проходит через блок и крепится талрепом на лонго-салингах стенги. Следующий штаг — это фор-брамштаг. Этот штаг проходит через центральный шкив блока на топе утлегря
Дальше идет через Мартин-гик, проходит через коуш на бушприте и крепится на левом борту. И наконец устанавливается кливер-леер. Расстояние от шкива до раксбугеля я взял из чертежа. Чтобы выдержать это расстояние, необходимо сначала закрепить нерал раксбугеля или временно натянуть кливер-леер. Далее устанавливается гордень раксбугеля, его уже можно закрепить. Дальше я покажу, как обвязывал блок талии гординя. Шкентель талии крепится на нагель. Дальше я обвязал талии кливер-леера и закрепил на утку в основании мачты. Последним делом я установил нерал раксбугеля, он крепится на нагель. На сегодня с состоящим такелажем закончено. В следующем выпуске будем ставить фордуны и бакштаги, и необходимо привязать выблинки на ванты. Подписывайтесь на канал, кто не поставил лайк, обязательно поставьте, и до новых встреч!